Какие города у нас? Не пишут? Ничего не пишут? Мы же транслируем на Ютубе. На Ютубе. То есть там вот этот общий чат. Там есть чат? Да? 50 человек нас уже смотрят. Одноминутная готовность! О, пишут. Добрый день всем! Мы можем начать вовремя, хотите? Дорогие коллеги, большое спасибо всем, кто приехал в Международный Лисновский университет коучинга на гостевой спич Мэрилин Аткинсон, президента Международного Лисновского университета. Во всех вот этих странах есть представительство, где Мэрилин преподает. И сегодня мы рады приветствовать вас в этом пространстве. So I think we have some time to explore coaching together. Ну что же, у нас есть время для того, чтобы исследовать вместе коучинг. And I bet everybody's in a different place here. Some of you, who here is brand new? Я знаю, что здесь люди абсолютно разных категорий. Кто здесь вообще новенький в коучинге? Поднимите, пожалуйста, руки. Okay, great. Well, this is a place to get your questions answered. Ну вот то место, где можно ответить на ваши вопросы. And to actually notice, how would you know when you left here that all the time and energy of coming here tonight was worth it? И заметить, когда вы уйдете из этого зала, вот эта вся энергия, все это время, которое вы посвящаете тому, чтобы быть здесь, почему это по-настоящему ценно? So do get your questions answered. Ну что же, давайте ответим на ваши вопросы. And notice what you came for. И заметим, для чего вы приехали. How would you know if you got your result? Как вы узнаете, что вы получили здесь результат? Now some of you are coaches, right? Let's see the Здесь coaches. есть коучи, Зай, поднимите руку, коучи. Wow! Two-thirds. Две трети всегда коучи. Well, it's great to have you here. И прекрасно здесь всех вас приветствовать. И тех, кто в онлайне. How many people онлайн? И в онлайне у нас как минимум 50 человек. 60 человек сейчас. How many? 60 by now, but it will be Okay. 92. 92 by now. And counting. Okay, so for those of you who are already coaches, the real question for you is what's next? И для тех из вас, кто уже коучи, конечно же, возникает вопрос, ну что же дальше? What's next in your career? Что же дальше в вашей карьере? What's next as you stretch yourself? И что же дальше, когда вы даете себе растяжку? What did you come here for? Для чего же вы пришли сюда? Something over there sitting in that chair. It's not the person at the front. Вы же пришли сюда для человека, который сидит на вашем стуле, а не для человека, который стоит перед вами. You know what I'm saying? Вы поняли, о чем я говорю? Okay. So I want to spend a little time and just talk about the basics of coaching for the beginners here. Я хочу выделить время и поговорить о начале коучинга для тех, кто начинающий. And then really go into it a little bit А потом действительно углубиться в это.
Because there's many kinds of coaching. Потому что есть много разнообразных видов коучинга. There's leadership coaching, Есть коучинг для лидеров, managerial coaching, управленческий коучинг, family coaching, семейный коучинг, team coaching. командный коучинг. So the real question is, what's the essence of all that? И настоящий вопрос, в чем же суть всего этого? That can allow you to be on track with То, что your позволит вам learning, your development, фокусироваться на пути вашего обучения, развития, the work you do. той работы, которую вы делаете. How is it working for you? I'd like to Что же для know. вас срабатывает, мне хотелось бы узнать. And we can have a conversation with your questions. Мы можем поговорить о ваших вопросах. Okay, Ну что же, so if I was to ask you what is coaching, what would you say? я помогла спросить у вас, что же такое коучинг с вашей точки See, зрения. I can Что always throw the скажете? ball back at you. Всегда могу обратно к вам I'm обратиться. talking to the brand new people. Говорю я тем, кто совсем новенький. The coaches, they know what coaching is. Все эти коучи, они знают, что такое коучинг, не правда ли? So, when you came here to find Когда out, вы пришли сюда, чтобы узнать, what do you hope that coaching is? что вы надеетесь, коучинг будет для вас? What do you dream it is? Что же вы думаете, он будет, о чем мечтаете? Anyone? Кто хотел бы сказать? What? Что? You didn't come here with a dream? Что, вы без мечты, что ли, сюда пришли? I bet you did. Yeah. Да, Speak. да. I hope that coaching for me will be a method of helping people make positive changes in their life. Я надеюсь, что коучинг будет для меня тем методом, который создает позитивные изменения в жизни людей. Okay, well, there's, think of all the methods that are out there. Подумайте обо всех этих методах, которые есть. Psychotherapy, Есть психотерапия, consulting, консалтинг, training. тренинг. What makes coaching special? What makes it different? Почему коучинг отличается? Что его отличает? See, you're absolutely right. It is a method for people to discover their own steps to make positive changes in their life. Вы абсолютно правы. Коучинг – это метод, с помощью которого люди получают позитивные изменения в своей жизни. But how does it stand apart? Но почему же коучинг отличается? Okay, guys. Ну что же, друзья, Yeah. Коучинг помогает тебе достичь цели, самому найти ответы на вопросы самому. Coaching helps to find the answers and to find them yourself. Okay, now let's use what she said. давайте начнем с того, что она And just draw a сказала. map here. Я нарисую здесь карту. Now, this is a map with 4 points. Такую карту, где есть 4 точки. And she said, find the answers for yourself. И она говорит о том, что ответы ты найдешь для себя. And by yourself. And by yourself. И ответы найдешь сам. Now, if you're assisting someone to do that, coaches, Когда вы помогаете кому-то это делать, коучи, there's 4 different things that you can focus on. есть 4 вещи, на которых вы можете фокусироваться. You could be problem focused, Вы можете фокусироваться на проблемах. and as people explore what's important, you can say, okay, but what are your problems? Вы можете фокусироваться на том, когда люди изучают, что для них важно. Вы можете спросить, а в чем же ваша проблема? What could get in the way? Что мешает вам? What don't you know yet Чего же вы еще не знаете? that could stop you? Что может вас остановить? See, we could be problem focused, couldn't Мы we? можем фокусироваться на проблемах, не правда ли? Or we could be solution focused. Или мы можем ориентироваться на решение. So if you're assisting someone to find their own solutions, Когда вы помогаете кому-то находить свои решения, how might you be solution focused? как вы будете ориентироваться на решение? What might you ask them? Что вы у них спросите? Or what might you tell them? Что вы можете им сказать? Now, I'm going to put those words down. We can either ask
Мы можем либо towards a solution, or we can спрашивать, tell people направляться к решению, или мы можем говорить людям, how they can be successful, как они могут быть успешными, how they can find their own solutions. как они могут находить свои решения. A lot of trainers, great trainers, they get in front of a room. Многие великие тренеры, они выходят перед залом, These are the 5 steps и они говорят, вот 5 шагов, to make your life work. чтобы ваша жизнь начала работать. And you've got to do it yourself, but I'll tell you. Я вам расскажу их. How many of you have been in classes like that? Кто из вас были на этих тренингах? Yeah, lots. Do they work well? Они срабатывают для вас, хорошо? No, not normally. Обычно нет. Yeah, people are shaking their heads because Люди качают головами. something that comes from someone else, То, что приходит от when they're другого, telling us, а когда они нам что-то говорят, that's their solution. That's это their их method. решение, That's their growth strategy. это их стратегия роста. We're in a conversation here, guys. У нас сейчас идет диалог, друзья. What? We need more dialogue. We need a little more dialogue. Надо больше диалога. So, I'm saying that there's 4 areas that make a difference. Я говорю, что есть 4 области, в которых происходит изменение. If I start to tell you something, Если я вам начинаю говорить что-то, don't you become kind of passive? не правда ли вы становитесь немножко пассивными? And what you're getting from me Что же вы получаете от may меня? be very, 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 very good Это может быть очень-очень-очень for прекрасно me, для меня. but not necessarily Но не обязательно for you. это будет таким же для вас. So, we, as coaches, Но мы как коучи, ask. мы спрашиваем, We ask people to not just to find their own мы solutions, приглашаем их не только найти свои собственные решения, but how they're going to. но также как они могут What do they truly want? In this найти situation. то, что они по-настоящему хотят в этой ситуации. And how would they know if they got their result? И как они узнают, что у них появились результаты? And what might be some of the steps that would get them there? Какие могут быть те шаги, которые их туда приведут? And we listen with curiosity as they begin to build their own Мы слушаем с любопытством. Они начинают выстраивать system. систему свою. Okay, so И что? coaches, Дорогие коучи, what is coaching? что же такое коучинг? I'm talking about some of the things that coaching is. And you said coaching is И мы people говорим finding their own path. о том, чем он является. Это о том, чтобы люди находили свой путь. What else is coaching? А что еще такое коучинг? Это место для трансформации. Now, how does that happen? А как это происходит? Very, very careful. Очень аккуратно. Okay, go on. Давайте еще. Слушание. It's about listening. Listening. Правильные вопросы. Correct questions. Open question. Вдохновение. Okay, now, everything that people are saying comes from your own experience of what's worked for you. Все, что вы говорите, это то, что приходит из вашего опыта. Это что-то, что срабатывает для вас. Someone's listened carefully to you Кто-то слушал вас and assisted аккуратно. you to get inspired. Кто-то помогал вам вдохновиться. And they asked you questions И они задавали вам вопросы. that were just the right questions in the moment. Те вопросы, которые по-настоящему были правильными для вас. They fit with the next step you were attempting to take. Они соотносились с тем следующим шагом, который вы собирались сделать, не правда ли? So you got into a meaningful conversation.
Таким образом, что вы включаете honest, authentic, truthful в важный диалог, в настоящий, подлинный, истинный dialogue with your диалог, own self and your own future, в котором были вы сами и было ваше будущее. or with the situation you were in that you needed to handle. Или той ситуации, которую необходимо было решить. And you suddenly opened the door. И вот вы внезапно открывали Is this дверь. true, coaches? Не правда ли, коучи? Where you began to see choices you hadn't seen before. И вы начинали видеть выборы, которых раньше не видели. Now, I'm going to invite some more ideas. Ну что же, я еще прошу идеи, что еще такое коучинг? What else besides what we've talked about so far? Чем еще он является, кроме того, о чем мы уже поговорили? Support. Okay, coaching is something we do over time, isn't it? Коучинг – это то, чем мы занимаемся на протяжении времени, не правда ли? So if you're a manager supporting your people, Когда вы, как руководитель, помогаете, поддерживаете ваших you людей, know what stage they're at. вы понимаете, на какой они стадии. Is this person a trainee, just learning? Этот человек, он стажер, он всего лишь Then I учится. support him to continue his training and set his achievement Тогда мы поддерживаем его clearly as he can for what will в том, чтобы он научился be his next step. настолько ясно, насколько возможно, научился на следующем шаге быть. Is this person now stepping into independence? Это человек, который выходит в независимый путь. Does he know the job now? Знает ли он уже эту работу? And for me as a manager, my job И для меня, как для руководителя, is to step back работа – это отойти на шаг назад and to be curious. How is he going to achieve полюбопытствовать, what как he же он этого says достигнет. are his goals in the next quarter or the next term? Когда он сказал, что у него есть цели в следующем квартале, на следующий период, And we listen like a friend. и мы слушаем его как друг. Well, what about this or what about that? Ну а как насчет вот этого, And как we're насчет того? curious. И нам любопытно. How is he going to make it? How? Как он это будет делать? Как получится у него? Even if things come into the situation that are quite difficult. Даже когда все становится достаточно сложным. Who here has had a manager who was a coach, a good У coach? кого из вас руководитель был коучем, хорошим коучем? Okay, great. And did they give you space, Давали ли они вам пространство, чтобы вы развивались, your own competence? чтобы вы компетенции развивали? I didn't see quite enough hands, but I Но saw. рук-то было немного. Okay. Does anyone want to describe what does a great managerial coach do? Есть ли здесь люди, которые могли бы описать, что же управленец, коуч делает? Yeah. Builds up trust. That's number one. Okay. Now, say a little more about that. Расскажи об этом поподробнее. Доверие в том, что ты можешь достичь своих лучших результатов, то, что ты сделаешь, возможно, не нужно говорить то, что ты будешь делать. So the trust that you can achieve your best result, they don't need to tell you what to do. Okay, may I go into detail a little bit? Можно я про это в деталях поговорю? Because as people become good managerial coaches, И когда люди становятся how хорошими do they управленческими build that коучами, trust is a very как important же они выстраивают это доверие? Это очень важно. First of all, yeah. Yes, I had, по-русски, да? По-русски, хорошо. Действительно, у меня был руководитель и коуч, и он сильно очень отличается, в принципе, от, наверное, другого уровня руководителей, потому что, в принципе, в руках это огромное доверие, когда ты абсолютно можешь делать все, во что же ты веришь, и при этом, в принципе, строить те же самые отношения со своими сотрудниками. Здесь огромные возможности для мотивации сотрудников, для вовлеченности в проект, создания вместе
того, во что мы верим. The result we both believe in. Okay. So finding a result you both believe in. Находите результат, в который вы все верите. Да. And creating an atmosphere of trust. Создание атмосферы доверия. I can say. Если ваш лидер коуч, то самое главное, что он делает, он вдохновляет. What's most important he does is to inspire. Ты выходишь от него все время, ощущая какие-то крылья за спиной. You come out of his room with the wings behind. Что ты можешь делать все. You can do everything. И это, наверное, самое главное, потому что ты в этот момент чувствуешь вот это доверие, поддержку. You feel that trust, support. И ты действительно не захочешь это предать никогда, то есть ты будешь делать все из последних сил, тебе не нужна никакая другая мотивация. You will never want to betray that. You will do everything possible for you because you don't need any extra motivation. И еще коучинг это все-таки про развитие, когда у тебя лидер коуч, то он тебя развивает, и кто-то растягивает тебя каждый раз на новую цель. They give you stretch every time with new goals. Да, и таким образом ты становишься еще более сильным, более уверенным в себе. You become stronger and self-assured. Да. Oh, the hands are going up all over the room. So some of you have really experienced То есть некоторые из вас по-настоящему the shift that's happening in our organizations as more and more leaders really begin to become good listeners and support for their people, rather than top down, do this by this date, get it done, people. A little translation. I need to finish my sentence. Да, и вы замечали, когда люди вдохновляют вас и продвигают вас, это другой стиль менеджмента, чем тот, который сверху вниз. Да. Lost in translation? What part did you get? The last one. So let's talk about what isn't coaching. Давайте поговорим о том, чем коучинг не является. How many of you have experienced someone who manages, who says, У кого из вас есть такой опыт, когда ваш руководитель говорит, do this сделай это, and show me that it's done? и покажи мне, что это сделано. Yeah, they tell, but they don't ask or discuss. Они тебе говорят, но они тебя не просят обсудить. And they may not even check to see if you understand all the steps. И они, возможно, даже не проверят, что ты понимаешь все шаги. Or if their idea of what needs to be done is the same as what you have experienced needs to be done. И, возможно, их идея того, что нужно сделать, и ваша идея, которую вы имеете об опыте, они, возможно, не равны. So often when they tell, it's very problem focused. Потому что, когда они говорят, возможно, это сильно ориентировано на проблему. I don't know if you can do this, let's check. Не знаю, можешь ли ты сделать, давай проверим. But come back when it's done and don't tell me how you did it. Приходи, когда это будет сделано, не рассказывай мне, как тебе это удалось. So they tend to leave you on your own. Они обычно вас оставляют в одиночестве. And often people feel like they don't dare ask. И многие люди чувствуют, что они не отваживаются спросить. Because they're expected to know ahead of time. Потому что они должны знать заранее вообще-то. Now there's another kind of management that doesn't work either. I call it do for managers. И есть еще другой тип менеджмента, который тоже не срабатывает. Такие менеджеры, я называю их сделать за. Some managers only give you a little bit to do. Менеджеры некоторые дают вам совсем немного задач. And you can come to them and say, well, I've done that little bit, but I don't know the next step.
И вы сделаете этот маленький кусочек и придете к ним и говорите, And they say, я oh, мелочь сделал, но не you знаю, don't что know that yet, дальше. I'll do it for you. И он говорит, слушай, ну да, ну не знаю, что делать дальше, давай я за тебя это сделаю. And pretty soon, all the people tend to come here to see that person with their biggest problems. И вот приходят все постепенно к нему, когда у них возникают самые большие проблемы, потому что этот человек берет на себя. Oh, good. He'll just do it for me. Ой, как хорошо, он разберется. Have any of you been a do-for manager? Были ли вы такими менеджерами, которые делали за людей? Yeah. It makes you feel like you're very strong. А вас это заставляет чувствовать всю свою силу. I know the job, they don't. Я знаю, что значит работать, они нет. But pretty soon, Но очень скоро you're carrying the whole load again. ты опять несешь на себе всю ношу. And the people who work for you are not learning. А те, кто работают на тебя, не учатся. Now, what does a great managerial coach do? Что же делает великий управленческий коуч? Now I'm going to use this 4-quadrant system again. Я возьму эту 4-квадратную систему еще раз. On one side, they must assist the person to plan. С одной стороны, они должны помочь человеку планировать. They know what's needed from the top. Они знают, что сверху необходимо. They know what the prerogatives are. Они знают, какие исходные условия. So they assist and ask questions as you build the plan. Они помогают, они задают вопросы, пока ты прописываешь план. And they assist you to make that plan Они помогают тебе этот план формулировать конкретным, измеримым, something that's in your control, you тем, can что у really get тебя it done. под контролем, то, что по-настоящему можно сделать. It's also something that is going to stretch you. Но также они дают тебе возможность получить растяжку. It's a goal that will allow you to step into new territory. Они позволяют тебе выйти на новую территорию. And you begin the process. И вот ты начинаешь процесс, knowing that you've got their support. И ты знаешь, что ты получил их поддержку. That they know your plan. Они знают твои планы. Now, the next step И следующий шаг is from time to time they ask you how it's going. Время от времени они задают тебе вопросы, как дела. They don't control from the top. Они не контролируют сверху. But they actually notice. Они замечают по-настоящему. How is this part working? How is that part working? Как это срабатывает, как то срабатывает. They're curious about what happens when things aren't working. Им интересно узнать, что происходит, когда что-то не срабатывает. And you can trust Ты можешь доверять. that if something's right in your face and you don't know what to do, you can go to them and say, look, Падает прямо тебе на the лицо, suppliers haven't come through. и ты не знаешь, что делать, ты можешь к ним прийти и сказать, слушай, подрядчики подводят. The department's not going to be on time. Наш отдел не достигнет And цели I don't know вовремя. what to do now. Не знаю, что теперь делать. And they're not going to just say to you, well, you should have done this or Эти люди не that or скажут тебе, something else. надо было тебе делать совсем другое, и то, и другое. They're going to say to you something like this. Они не скажут тебе So you've такого. got a challenge right now. Они тебе говорят, ну что же, у тебя сейчас вызов. What are some of the ways you can begin to meet it, even with this Какие challenge? могут быть те способы, которыми мы можем решать это, даже если сейчас это вызов. And they assist you to ask questions in many different areas and explore alternatives. And Они build помогут plan тебе. A and plan B and plan C. По-настоящему посмотреть на альтернативы, выстроить план А, план Б, план С, Till you find your own solutions. чтобы ты нашел собственное решение, But you found them, чтобы ты был с ними, чтобы они у тебя были найдены, not that leader. чтобы это был не начальник. Now this really builds trust. И тогда по-настоящему растет доверие. Because now you're discovering Тогда ты обнаруживаешь, that you can что ты find можешь your own solution
свои собственные решения And you находить. can ask yourself. Ты можешь себе задать вопрос. Now you start to be able to coach even yourself. И поэтому ты можешь для себя быть коучем. What are the questions I need to ask? Какие же вопросы мне надо задать? Where do I need to go and how do I need to do it? Как мне надо пойти? Как мне это сделать? So you start to implement well. Now, you know in the movies that they Так, чтобы ты мог внедрять хорошо. plan A, plan B. Знаете, вот такая хлопушка, да, в Take one, кинематографе. take two. Первый дубль, второй дубль. See, you give yourself room to learn. Чтобы у тебя было пространство, чтобы ты мог научиться. If you can make a plan Когда ты можешь сделать план, and then shift the plan while you're implementing и and потом learn from изменить the план. plan Когда ты внедряешь, работать исходя из плана. and not be shot down for making a mistake the first time. Чтобы тебя не отстреливали, когда ты ошибки делаешь. Now, Первый what are раз. your thoughts about what I'm saying? Ну что, есть мысли по поводу того, что я говорю? Is that a coaching style of management? Это и есть коучинговый стиль управления? Yeah? Yes, no? Да, нет или как еще? Because yeah. Okay. Oh, yes. Да. Because that, see, if we're going to look at 1, 2, 3. Мы можем смотреть с вами, во-первых, во-вторых, в-третьих, да, в-третьих. See, what this leads to К чему же is это приводит? people learning how to evaluate themselves. К тому, что люди сами научаются оценивать прогресс. See, if we're always being told that was good, that was bad, that fit, Если that нам didn't всегда fit, рассказывали, это было хорошо, это плохо, подходило или нет, we're always running to someone else to tell us if we did the job right. мы всегда бегаем к кому-то, чтобы он нам рассказал, сделал ли я работу правильно. Now, I work with a lot of companies Я работаю много с that компаниями, have become coaching style companies. в которых коучинговый стиль управления появился. And the most powerful thing they're building with the people they manage is self-evaluation. И самое сильное, то, что они выстраивают с людьми, это These are the самооценку. scales of the mind, so to speak. Шкалы такие в разных, если бы мы могли так выразиться. Now, if I can begin to decide for myself, Если я начинаю решать для себя, this meets my high standards это соответствует моим высоким for стандартам how I want to do the job. того, как я собираюсь делать работу. Now I have become a leader myself. Я становлюсь лидером сам. I've gone from a place where that person is helping me to build a plan, Я выхожу из того места, где мне человек помогает план построить и слушает, as I organize that plan and слушает, detail как that я plan, организую план, find a детализирую, better plan, нахожу еще лучший план. and then I'm coming to my own conclusions. И тогда я перехожу к своим собственным умозаключениям. Is this really on track А, for what это ли- we are doing as a company? Am I on track? ведет ли это к целям того, что мы делаем вместе компания? Я нахожусь ли в целенаправленном пути? Now, this is that kind of self-trust you're talking about. И это как раз создает вот это внутреннее доверие, о котором ты People говоришь. build their own inner leadership. Люди выстраивают доверие внутри себя. And it takes time. Для этого нужно время. It takes a while for people to become a co-leader in the company. Потребуется время, чтобы люди стали солидерами в компании. But gradually they do. Но постепенно они это сделают. And the team is filled with co-leaders И команда будет наполнена who are лидерами, партнерами, with each other. которые хорошо работают друг с другом. And now the company is evolving. И вот компания растет. Now it's developing a form of intelligence. Где развивается своего рода новое осознание. Where people don't want to leave. Там, где люди не уходят, не They хотят. can't be bought by headhunters. И их не перекупят охотники за головами. Because in fact it's a place for them to grow. Потому что здесь место, где они могут расти. В этом месте они в этой команде растут.
Какие же вопросы у вас, друзья? Describing a Я вам framework описываю for форматы growth here для внутреннего роста that I call managerial coaching. того, что я называю управленческим коучингом. Now that's different from leadership coaching, which is what many of you do. Это отличается от коучинга лидеров, того, чем занимаются многие из вас. But it's not that different. Но не так уж. Я достаточно долго сейчас скажу. А вот у меня еще мысль такая, сейчас вот в четвертом квадранте, да, одна из задач лидера-коуча – это помочь своему персоналу ответить на вопрос, кто я и зачем я. To answer who am I and why do I work? Да. And see, we want to be genuinely standing in our own shoes. Да, мы хотим подлинно стоять в своей обуви, Realistically doing the job делать реальную работу. in a way Таким образом, where we allow ourselves to be in dialogue with others. Is this working? чтобы мы могли позволить друг с другом переговариваться, работает ли это. We're not in some silo somewhere, Не то, что мы в изоляции где-то, hiding out and doing где мы the прячемся, что-то такое делаем. set of KPIs we've been given. Такие реализуем KPI, которые дали нам лично. We're involved with others on the team. We're creating the company. Где мы вовлечены в работу совместно с другими, мы And создаем that что-то means в we're компании. also creating ourselves. И так, что мы создаем и себя. Now you had your hand up too, sir. У кого была еще рука? Yeah. Go ahead. Как стать... Меня слышно? Да. Как стать таким лидером, управленцем, менеджером, как я не знаю правильно назвать, коуч-менеджер? Как правильно выбрать путь, чтобы к этому прийти? Select correct pathway, so I become someone like that. Well, that's the game here. That's why Ну I'm что ж, игра here вот в чем. Именно поэтому я здесь. talking with you. Говорю с тобой. And may I suggest that the path isn't that difficult? Могу ли я предположить, что путь-то не так и сложен? Coaching is actually easy Коучинг это просто. when you start by actually learning how to listen to yourself. Когда ты начинаешь с того, что ты учишься слушать себя. Now, what happens when you listen to yourself? Что происходит, когда ты слушаешь себя? First of all, you hear a lot of noise. Сначала ты слышишь кучу шума. Your internal dialogue, Внутренний диалог у тебя it's very noisy, isn't it? Have you listened to yourself from time to time? наполнен шумом. Ты себя когда-нибудь слушал время от времени? I don't know if I can do this. What Не знаю, about могу я that? это It's not сделать? fair. А это честно, как всяко. But mostly we talk in the negative to ourselves. Обычно мы говорим с собой в негативе. Why? Почему? Because we're like tape recorders. We picked Потому up что a мы lot of магнитофоны. habits as young people. Мы поймали многое, когда мы были юными. But our big brain works by actually integrating a vision Но наш мозг работает, потому что мы интегрируем видение. into real action steps that we can take. Такие настоящие шаги, которые мы можем предпринять. We call that an intention. We need to Мы find our intention. Называем это намерением. Нам необходимо найти наши намерения. And as we really look at what we want to create Когда мы with a coach, смотрим с коучем на то, чего мы хотим достичь. that coach can ask questions. Коуч может задать нам вопросы. What kind of person will you become if you actually do this? Каким же человеком я могу стать? Why is it important to you? Чтобы сделать это, почему же это важно для тебя? And the questions begin to build И our вопросы experience. начинают выстраивать наш опыт. How can I become capable to do Как this я могу effectively? стать способным сделать это эффективно? What would the action steps be? Какие могут быть шаги? Step 1, step 2, step 3. Первый шаг, второй, третий. What are some of the ways I can do it Какие могут быть способы, как я могу это сделать? that will genuinely
get the job done well. Чтобы подлинно сделать свою работу хорошо. And we ask many different types of questions, don't we? Мы задаем кучу разных типов вопросов, не правда ли? Some of the best questions Некоторые вопросы самые наилучшие. take us into the eyes of others. Они приводят нас к тому, что мы посмотрим другими глазами. If so-and-so was doing the job, how would he want to do it? Если бы этот человек выполнял работу, как бы он ее сделал? If the team was here Если discussing команда была this, здесь и это все обсуждала, what extra points would they raise? какие бы темы эти люди подняли? We begin to discover we can think much wider and bigger than we thought we could. Мы начинаем обнаруживать, что мы могли бы думать шире и больше, чем то, что мы What думали о extra себе. information would we need? Какую информацию дополнительную нам нужно получить? And we put together. И вот мы собираем вместе. Now, people said, Mэрилин, tonight do something different. Would you do a demo? Мне сказали ребята, Мэрилин, сделай сегодня что-нибудь другое, демо сделай. And Anna said, И Анна сказала, she says they're coming for a demo а tonight. тут придут люди посмотреть на демо. And now, I've been talking about what is coaching, what is managerial coaching, but Я I like рассказывала о коучинге, о управленческом a коучинге. stone skipping over the top of the water. Но это было как камень, который по поверхности летит воды. Have you ever skipped a stone? Кидали когда-нибудь камешки в воду? It just barely touches things, doesn't it? Он чуть-чуть затрагивает вещи, не правда ли? So a demo might be one way to give an experience. Возможно, демонстрация дала бы вам опыт. But I'll tell you what I need. Но что мне нужно для этого? I need someone Мне нужен кто-то, who's got a practical requirement, у кого есть of практический themselves, запрос, something that they can achieve, что-то, что они могут достичь. but they don't know how they're going to achieve it. Они не знают, как они этого достигнут. And I need somebody who's willing to talk about it. Мне нужен кто-то, кто может об этом говорить. Hands are going up already. Let me finish my criteria. Дайте я закончу. They need to be able to talk about it honestly Об этом нужно будет говорить честно. and be willing to challenge themselves. Люди, которые хотят бросить себе вызов. And they also need to be able to know when they've got a result. И им нужно знать, когда они получили результат. Now, it needs to be something Это должно быть что-то, that is a real challenge right now in your life. что-то, что является для вас по-настоящему вызовом прямо сейчас. Hopefully in your work. Что-то такое в работе. Something you want to accomplish. Что-то, что вы So who хотите might you be? сделать. Кто это мог быть? Hands up everywhere. Ну, полно везде. Okay. Ну что же, I saw your hand first. твою руку я видела. Now первой. just tell me what you've Поднимись, got. скажи, что это. По-русски, пожалуйста. Моя цель на самом деле выйти на окупаемость своего проекта через 1,5 месяца. А этот проект по сертификации меня как ведущего игры. This is a project where I can be certified as the game leader, and I want to get the payback in 1.5 months. The payback. Окупаемость. Ну, я в нее вложила деньги. I invested my money in there. So you put money in. Yes, that's right. And you want to take your money out. И ты хотела бы эти деньги получить. And you are looking at methods to make this happen. И ты смотришь на методы, и ручку тоже такую хорошую. Now, may I ask a question here? Можно я задам вопрос? How far down the path have you gone towards finding your solution? Докуда ты уже дошла в том, как ты искала это решение? Процентов на 50, наверное. 50%, I would guess. Okay, so are you in action steps? Are you doing things? Are you working with a team or is it individual?
это индивидуальный и Individual team. Say a little more. Individuals. Is this within your company? Это в компании у тебя или где это? It's your own. And so this is your own team, is that То есть это твоя собственная команда, да? Only you? Yeah. Okay. It's my own project, but the project is... Я одна, и это мой проект. Okay. Now, you switched to English there. Ты переключилась на английский. Да, бывает. Okay. Now, that might work, but I'm going to ask a few more people because I'd like to Может, да? explain my criteria. Критерии вам описать. Yeah. Go ahead. Здравствуйте. Yeah. Здравствуйте. Месяц назад, когда я была на подобной встрече, я работала на демо как раз с Анной, и мы тогда немного не определились, куда же мне двигаться, в какое направление выйти. Но прошло немного времени, и я поняла, что я хочу быть коучем-путешественником. Я уже сейчас отучилась на первом модуле. So now I've been to module 1. Для того, чтобы далее продолжить обучение, я пошла на работу. Education. So now I get employment. Да, для того, чтобы оплачивать все эти To pay for my coaching studies. Я пытаюсь найти клиентов, но вопрос в том, как же я могу сформировать эту клиентскую базу. И, да, то есть, чтобы мои продукты Okay, now I'm going to say no to this one because you're in the middle of a coaching education. Я не могу сейчас для тебя на демонстрацию, потому что ты посередине коучингового обучения своего. I think it would be more useful to the group if I worked with someone with no coaching background. Было бы полезно для всей группы, если бы я поработала с кем-то, кто не проходит коучинговое обучение и является нам нужно наработать определенное количество платных часов для того, чтобы получить сертификацию. И поэтому именно будучи в обучении, как раз это актуальный вопрос. So you've got some challenges here, and I appreciate you putting your hand up. Yeah, that's a basic, fundamental coach session. Now, I have a question for you. Are you a coach? Have you got a background in coaching? У тебя есть коучинговое образование? Oh, okay. How about you, sir? He is also a coach. Это тоже коуч. Я не коуч. How about you, Хочешь на sir? демонстрацию? Влад. No, you. Влад. Я не коуч, я предприниматель. I'm a coach and I am an entrepreneur. Okay. Я хочу масштабировать свой бизнес, открыть еще 4 школы, языковые школы для... I want to grow my business and I have language schools, so I want to build 4 more language schools. Okay. Моя главная проблема, то есть я построил одну школу, да, и я хочу в следующем году вырасти до 5 школ в Москве. Next year I want to grow 5 schools. Но сейчас я смутно представляю, как это сделать. But now I have a very vague idea of how to do that. Это мой запрос. That's my question. Okay, that's a big coaching session. Это большая коучинговая So сессия. if I was to invite you, Vlad, Если бы я тебя смогла пригласить, Влад, to just take a little piece of that big чтобы ты мог маленький кусочек этой сессии взять, session, да? what would you focus on? На If чем you ты could get a сфокусировался? result in Если the ты мог next получить результат 20 minutes на следующие 20 in минут one key area, в одной ключевой области, what would be important to you? чтобы был для тебя особенно важен. Как организовать мою команду на достижение? How to organize my team around that achievement. Okay. Now, that's still a big one. И это большой, достаточно тоже большой вопрос. Now, this is what I call pulling someone down on the kite. He's up there on the Я kite. называю это кого-то с воздушного змея на землю And he опустить. sees an achievement.
Он там наверху, он видит достижения, He sees his team, он видит команду, and he's linking these together он соединяет их in a вместе meaningful way. значимым способом. So just suppose И давайте предположим, you could begin that project well. ты мог бы начать этот проект хорошо. Where would you start? С чего бы ты начал? Я бы начал с плана действий. Где должно быть? Start with the action plan. Where would that be? Кто мне нужен? Okay. Who do I need? Okay. И сколько денег, ресурсов мне нужно? How much money do I need? Okay. Resources. So he's bringing it down, isn't he? Видите, он опускает вниз на землю, Getting да? more specific. Он становится более конкретным. And yeah, he just mentioned 3 things. Он только что 3 вещи назвал. Find out where. Узнать, где. С кем? The team themselves. Сами люди, кто будут. Or is that with other people? Или это с другими людьми, с партнерами? Нет, это имеется в виду команда. No, I mean the team members. The team members. And did you say money as well? How much it would cost? Ты также сказал про деньги, да? Сколько это будет стоить? Resources. Okay. So of those 3, из этих 3, what would be the key piece? Который вопрос ключевым That становится. if you got that together in the next 20 minutes, you would Вопрос begin продвинешь на 20 to минут, make your way forward и можешь идти уже дальше вперед. in this area that's you haven't yet seen clearly. Ту область, которую еще пока ясно не видел. Наверное, это команда. I guess that would be a team. Okay, come on up. Тогда иди. Well, wait a minute. Maybe we should stand because it's a little hard. Okay. Now, we've got a big group, so normally Vlad would be sitting comfortably in chairs. Обычно Влад бы сидел комфортно на стуле. And I would be Я бы sitting side by side with писала, рядом с тобой бы я сидела и Now, записывала. right now, I need someone who's going to draw whatever I put on this Мне paper. нужен кто-то, кто Vlad. будет записывать то, что Влад будет говорить, я буду рисовать. Кто-то, кто на доске, будет записывать это. Who might that be? Yes. Okay, great. По-русски. Welcome up to the front here. Thank you. Yay. Now, is it okay with you Будет ли для тебя хорошо? as I write notes or Можно я буду писать записи? if she puts it up there for А она everybody? там на доску заносит также зеркально, да? Okay. Is it also okay with you if Будет ли для тебя, from time to time we do something called pulling down the yellow если мы curtain, будем такую желтую занавеску опускать, на паузу ставить беседу? where I basically stop the coaching session Я бы тогда, приостановив коучинговую сессию, and point out a little bit of what we're doing? немножко им сказала, чем мы сейчас конкретно занимаемся. Конечно. Okay, great. Now, I've said that in coaching, Я сказала, что в коучинге we don't tell, we ask. мы не говорим, мы спрашиваем. Видео. What? No videos of demos, right? No videos of demos. No, No, thank you. Мы не записываем видео клиентов. And another thing, Да, even еще. though Gladys said, hey, I'm open with all this, Но при этом, при том, при всем, что Влад сказал, мне вообще абсолютно нормально об этом говорить при людях. this is confidential. Эта беседа все равно конфиденциальная. И So вы even при ней if только you're not a присутствуете. coach, Даже если вы не коуч, you need to treat other people's explorations with great confidentiality. вам необходимо исследование других людей конфиденциально держать. Do you all agree? Yes. Да? Yes. Okay. They're on your team, Vlad. Они у тебя уже в команде. Okay. So, Vlad, just for a moment, dive into the moment where you want to be with exploring what you want here. Нырни в такой момент, в котором ты по-настоящему будешь исследовать то, чего ты хочешь. I don't know. Как это сделать? How can I do that?
I don't know. Are you in your office thinking Где ты это? В of каком team месте? В members? офисе or- сидишь и думаешь, что это? Или где ты? Я в школе. В В офисе. In the office. Okay. And do you have a plan half made, or is it a brand new dream? Where are you Это at? такой план, который уже наполовину прописан, или это абсолютно юная мечта? Где ты с этим? Это пока это цель, но не прописанный план. This is a goal, but not a plan put down on paper. So when you take a look at this goal, когда ты смотришь на эту цель, is there a date that comes to mind when приходит ли некая you дата would в голову, be really happy if you got it done by that time? когда ты по-настоящему счастлив, ты смог это сделать? Что я чувствую? What do I feel? No. Just suppose Ну, для начала просто the представь. goal is completed. You've Вот. actually done it. А цель достигнута, ты по-настоящему сделал это, And you're satisfied. Ha! и ты удовлетворен. I've got the team together. Вот, команда вместе. Okay. Now, by when have you Какому done this? числу это сделано? Is it a month ahead? Через 6 месяц? months ahead? 6 месяцев? 2 years ahead? 2 года? Is it next week? Я думаю, это 12 месяцев, это начало декабря следующего года. I think it will be 12 months next December. Okay. So you have То есть у тебя есть, a 12-month dream. то есть у тебя мечта на 12 месяцев. And here you are, 12 months in the future. Вот ты через 12 месяцев в будущем. Now, take a moment. Do you На mind? некоторое время можно попросить тебя? Just being in that moment when it's all Найди в done этот well, момент, когда все хорошо сделано, and you've even gone beyond yourself. и ты вышел за рамки того, что о себе думал. Things are exactly the way you want. Все ровно так, как ты этого хотел. You've really got the success that's important to you. У тебя есть по-настоящему успех в том, что для тебя важно. Describe a little bit of Опиши немножко, what you see. что ты видишь. Я начну, пожалуйста, с того помещения, где я нахожусь. I would like to start from the place where I am. Okay. Это довольно большое помещение, это open space, It's a big room, it's an open space. которое делится на несколько зон. В одной из зон происходит обучение, в другой зоне работает команда, это такая вот-зона. Learning, in the other place the team В is третьей зоне работает, это моя рабочая зона, это отдельный space, and also I have my own space. где могу работать я, где я могу работать с командой и всех остальных. And I'm working with my team there. So you're looking at. То есть ты смотришь. Here's you. Вот Don't он mind. ты. It's not. It doesn't look like you. Но это не выглядит как ты, но ты смотришь там. But you're looking at a space. There's Ты an смотришь на open это space, пространство. and there's a Open place space. for yourself, Там and место there's для тебя, a place where your team is working. где команда работает. And you can see it's all happening here. Ты видишь, как это все происходит. Okay. So, what are some of the things that you see that are really Какие important вещи ты in this видишь? open space where it's Что важно для working? тебя? Открытое пространство, которое срабатывает. Во-первых, я вижу, что ведется работа с клиентами, я вижу результаты работы нашей компании. То есть я вижу, что происходит обучение в одном месте. В другом месте я вижу, что приходят люди, которые интересуются, которые хотели воспользоваться услугами нашей компании, когда менеджер работает с ними. My managers are working with them. С другой стороны, я вижу, что есть некое такое место, где люди могут читать, проводить какое-то свое время, да, это такая зона отдыха. Это место, где и клиенты, и команда могут заниматься тем, что они любят, и проводить время, как они хотят. And they can spend time the way they want. То, что я вижу. That's what I see. Well, I can see that you are getting color in your cheeks. Я as you вижу, как у describe тебя it. розовеют щеки, когда ты это описываешь. Я просто волнуюсь, я первый раз выступаю. Nervous, so this is the first time I'm doing this in public. Right. So you're looking
at something important to you, I think. Ты смотришь на то, что тебе Is that fair по-настоящему to say? важно. Вот что ты говоришь, да? That you see 12 months ahead. То есть ты видишь через 12 месяцев. And you've said that one big challenge for you. И одна большая тема, вызов для тебя, is getting your team. Это команду собрать. Okay. So you've asked that we use this time И ты спросил меня, чтобы мы использовали это время, focus on that one specific step. That чтобы мы challenge. сфокусировались на этом одном шаге, на этом вызове. So what do you need to do Что же тебе необходимо сделать? to have this team be exactly what you need? 12 Чтобы через 12 months from месяцев now? эта команда была ровно такая, какую ты хочешь. Первое, мне нужно научиться доверять людям. I want to learn how to trust people. Второе, наверное, ясно доносить то, что я хочу, до людей. Express what I want to people. Третье, я бы хотел научиться помогать моим членам моей команды To assist my teammates. понять, что хотят они в своей жизни, и как наша компания может помочь им в достижении их целей. Can help them to achieve the goals they want. Третье, мне нужно создать такую компанию, которая бы I need to create such a пользовалась team, such a company, высоким спросом на рынке, чтобы обеспечить моей команде достойный уровень мотивации и те условия, которые the company needs to be a certain level so that I can give enough motivation to my team members, the level может дать компания высокого уровня. that people can get in a company of a high level. Excuse me, I'm going to need to put this on something called a wheel. Можно ли я замечаю, что это нужно занести на что-то, что похоже на колесо, так называемое колесо? Now he's brainstorming to himself here. То, что он сейчас заносит, это мозговой штурм. And he's going very fast. Он очень быстро набрасывает And идеи. he's looking at a lot of aspects that fit together. Он смотрит на много аспектов, которые один с другим вместе срабатывают. And they started with Они начались вот с чего. trusting himself. Доверие себе. Now, how many of you were surprised when he said that? Кто из вас тоже удивился, когда он это сказал? When we coach, we're often surprised. Когда мы работаем коучами, мы часто People удивляемся. have goals inside their goals. У людей цели внутри целей. And to accomplish what they want, И чтобы достичь того, чего они хотят, takes something это что-то требуется. that's for them a very important step. Что-то, что для них очень важный шаг. Like trusting people, expressing what he wants, Доверие людям, выражать то, что ты хочешь. and really being able to assist his team. И по-настоящему помогать команде. Now these are personal goals. Это личные цели. Just suppose you have Какие developed смог this ability, действительно развить этой способности. and you have taken in for И ты yourself. взял себе. I mean, take a look at yourself. You can Посмотри see на a little себя. image of Vlad. Увидь там Влада, That Vlad who trusts himself. который доверяет себе. Can you have a little glimpse of who Можешь he туда is, посмотреть what и he's увидеть like when его, he какой trusts он, himself, когда он доверяет себе and expresses what he wants? и выражает то, что он хочет. Say it 10 out of 10. На 10 из 10. 3 out of 10 or 5 Не out на of 3, 10, не but на 5, на a 50%, 10 out of 10 image. на 10 из 10 образ. Ну, во-первых, он не парится. И doesn't bother. Во-вторых, он пробует, He tries. пробует и пробует. Снова не боясь совершить ошибку. He is not afraid to make mistakes. В-третьих, он открыт He и is open. спокойно вступает в контакт с любым человеком, relaxed. по-настоящему интересуется им. Contacting anyone who is interested. Do you like what you see when you see Тебе it? нравится то, что ты видишь? Наверное, это все. That's about it. Okay. Well, let me ask you a silly question. Можно я тебе дам глупенький вопрос? Do you mind? Можно?
have you met him before? А ты его раньше встречал? I mean, does he sometimes show Этот up on the человек, job? он когда-нибудь приходит на работу? Вот, на твою работу? Они приходят частями. They are coming in parts. Partially. They are coming partially. Okay, so these are things that you can do. То есть это то, что ты умеешь делать? These are. Я умею это делать, да. Yeah, I can do that. Но когда я начал заниматься бизнесом, But when I started my business, я вдруг решил, что коучинг должен быть очень серьезным и строгим, иначе ничего не заработает. extremely serious and demanding, otherwise nothing will work. Сейчас я пробую вернуть того парня, который был до того, как он начал заниматься бизнесом, решил быть серьезным. Who, before he started the business and he decided to be extremely serious. И это действительно дает свои результаты. This gives results. Потому что люди, которые у меня в команде, начинают открываться. People who are on my team, they start to open up. Okay, I got it. Да, я поняла. So you have a plan. То есть у тебя есть план? You have a План есть. У меня есть планы. Yes, I do have plan. Now, yellow curtain Желтый down. занавес, пожалуйста, вниз. Notice we're not focusing on any problems, are we? Вы заметите, мы ни на каких проблемах не фокусируемся. Да? Не правда ли? We're noticing challenges, Мы замечаем, что вызовы есть. but we're really focusing on his solutions right now. Мы фокусируемся на его решениях прямо сейчас. And people often have a plan У людей часто бывает план. that's somewhat strongly built already. Такой уже достаточно сильно продуманный на самом деле. So your aim, and we've got about 10 minutes left У нас еще есть целых 10 maybe минут. 5, I mean we're moving Может, 5? quickly here, is to, first of all, Это build во-первых. your team. Выстроить команду. Now, do you want to test this for a moment? Можешь протестировать это немножко на минуту? Хочешь? Да. Because you've had some old ideas and you've tested them. You have to be serious. You У have тебя to были старые идеи такие, надо серьезным быть таким, да? really manage. По-настоящему менеджер. I don't know what all the Не elements знаю, там are. какие все элементы, That но old idea. старая идея, да? So, just for a moment, test Или this one. минутку, проверь вот это вот. Just Новую. suppose Представь себе, you've selected a team ты выбрал команду. and they're all gathered somewhere Вот они где-то собираются. and you're walking in. Ты входишь туда, You're meeting them. ты их встречаешь. And you are someone who trusts people. Just watch him. Ты как interact. человек, который доверяет людям, туда заходишь. This man who trusts people. Вот заходит человек, который верит людям. See how Вот they're посмотри на responding to him. Как он с ними взаимодействует, как они отвечают. Now he's expressing what he wants. Как он выражает то, что он хочет. Да, он заходит в переговорную комнату, например. He comes to И the первое, что он делает, это хай-файв. He says high five. Далее он спрашивает, как дела. Then he Как? asks, how are things? Это зависит от того, как давно мы не виделись. It depends on how much Либо это time. было, как прошла ночь, как прошла неделя, как How прошел did the night go? месяц. How did the week or the months go? Что он делает дальше? What does he do next? Well, take a look. Смотри. As he's talking with them, how are they responding? Он с In ними in говорит, this как little они vision, отвечают. this little movie that you're Маленькое такое playing видение, there. маленький фильм. Just suppose you could see the Представь whole себе, это можно interaction увидеть. for a moment. Все это взаимодействие на минуточку. Кто-то начинает рассказывать, ну, то есть, что у них случилось за прошедшее время. Someone is telling what happened during the last time. Кто-то отсиживается в уголке. Someone is sitting in the corner. Кто-то, ну, в целом люди начинают делиться впечатлениями, But что у кого people произошло. start to share their opinions, what happened and how was it. Это такой small talk перед, перед обсуждением рабочих моментов. Discussion of working moments. So you're noticing people discussing their working moments. Ты видишь, как люди обсуждают There рабочие is real моменты. dialogue and Там настоящий диалог, conversation going on. такой разговор, который течет.
Но, скорее всего, это как некий отчет. То есть, да, я имею в виду, там, расскажите, что у нас случилось. И люди рассказывают, ну, каждый тот, за что ответственен, да, собственно, дает информацию, что у нас произошло, как у нас дела по тем или иным задачам. И мы находим решение, да, то есть. Okay. Now, you're watching Vlad there as well. То есть ты видишь, и как Влад там с ними. And he's trusting people. И он доверяет людям. У него нет выбора. Is he expressing what he wants? Он выражает то, что он хочет? Да. Is he assisting them? Он им помогает? Да. Okay. Now, can I ask one more big question? Можно ли еще один большой вопрос задать? If he was to step out of that movie, Если бы ты вышел из этого фильма, way out, вот далеко-далеко отошел от этого фильма, just for a moment, и на секундочку, represent the whole business. Увидел весь бизнес. So, as if you could just see the whole Как business если бы ты мог увидеть весь бизнес as a вместе, working system. как систему, которая работает. Is it working this way? Работает ли она так, как ты хочешь? Да. So you like this? Нравится This is тебе? what you, okay. Okay, so on a scale from 1 to 10, По шкале от 1 до 10, how close are you now насколько ты близок к тому, to just stepping into his shoes просто одеть на себя его обувь and selecting his team? и начать выбирать команду? Я думаю, на 8. 8 out of 10. Ah, okay. And is this of value to you right now? Полезно ли это тебе прямо сейчас? Я бы хотел уточнить, это что? What's this? Well, I'm going to ask you another question. Да, по-другому спрошу. What if you moved it to 9? А что было бы, если бы на 9 выросло с 8? Хороший вопрос. That's a good question. Наверное, я бы делал регулярные встречи такие. I would think that our meeting needs to be regular. Okay. So you would be having regular meetings. То есть ты бы там регулярно встречался, да, с командой? Да. Сейчас я избегаю встречаться с Now командой. I'm avoiding meeting them. Say some more. Скажи побольше об этом. Наверное, я отношусь к тому типу руководителей, которые дают задачи, Leaders who gives tasks, а затем хожу, проверяю и на каком-то этапе начинаю делать вместе с ними. and then I start to do something together with them. И у меня на самом деле не хватает времени на I то, don't have чтобы enough time встречаться с командой, обсуждать, куда мы идем, зачем мы это делаем и как мы это можем сделать вместе. and how we can do it together. Я только недавно начал это делать с командой, I only started to do that lately. и это действительно для меня было серьезной точкой развития для меня лично и для команды в целом. For me and for the team, Мы очень редко собираемся вместе. we are not meeting often. Но сейчас, когда мы начали это делать чаще, я заметил, When we что мы started to пошли do that быстрее. more often, I see that we are moving further, faster. So meeting more often, То есть встречаться чаще. you move faster. И ты двигаешься быстрее. Встречаться чаще, но встречи у нас стали короче. We are meeting more often, but we have short meetings. Я не любитель совещаний, и поэтому я не считал нужным I'm not a great встречаться lover командой. of meetings, so I didn't think it was important to meet with the team. Okay. So we've almost come to the end of our time. Мы подошли к финалу нашего времени. You've been looking at him and seeing what works.
Ты смотрел на него и замечал, And что you've been срабатывает. testing how to move one step further. И ты проверял, как продвинуться на шаг вперед. If you were to give that guy Если бы ты мог этому человеку дать even maybe 1 or 2 action steps right now, задание сделать 1 или 2 шага прямо сейчас. just something that, Что-то такое. in terms of what he wants, С точки зрения того, чего он хочет, to really build his team, чтобы он мог выстроить команду, would be the best action steps possible. чтобы самые наилучшие шаги были возможны. What might they be? Какие шаги самые лучшие? I'll just put them down. А я занесу их сюда. Первое, четко сформулировать, куда мы идем и Formulate where are we going, когда мы туда планируем прийти. and when are we going to get there. Второе, это придумать то, что получится, когда мы туда придем. Who would get what when we get there? Did that one surprise you? You're Слушай, это тебя удивило? Ты так залыбался? Первое не было понятно, второе только что придумал. Number one was something that was clear to me. Number two, I just created. I know. Я вижу. Now, what you said so far То, что ты сказал уже, is that to form this team effectively, you для того, чтобы need сформировать эффективно эту команду, тебе нужно, to have more meetings. нужно, чтобы было больше встреч. You need to determine exactly Необходимо определить with these guys where you're going. с этими ребятами, куда мы идем. And number 3, И номер 3, say it again. еще скажи. Первое, куда мы идем. Number one, where are we going? Yes. Второе, с кем Number мы идем. two, who are we going with? He's No. building it. Ну да, уже по новой строю. Куда мы идем, Where are we going? то, что получит, will get когда мы when we are достигнем. Okay. And number 2. Well, I have a hunch you can keep making the list. Но я вижу, что список ты можешь продолжить. So what's the most important action step you're leaving? Какой самый важный шаг, с которым ты выходишь из этой That if встречи? you do that, И что-то, что если сделаешь это, Четко сформулировать для себя, в первую очередь, formulate for myself first, куда я иду where I'm going, и куда я хочу привести команду. where I'm going to lead the team. Второе, Number это two. что мы получим, когда мы придем к этой цели. What do we get after we are arriving to that goal? now we've come to the end here. Ну что же, мы завершаем. And you are quite clear that as he works with his team, И ты очень ясно видел, когда он работает с командой, the key thing is to formulate for yourself, where are we going? самое ключевое это сформулировать для себя, куда мы идем. Take one more look. Посмотри еще раз, прежде чем мы завершим. There's Vlad with his team. Вот Влад со своей командой. And they're formulating. He's formulating. Они формулируют, он формулирует. Okay. And is that for you Это для тебя. a situation that you trust? Это ситуация, которой ты доверяешь. That you can say, Так что ты можешь сказать, I trust myself я to себе верю. express what I want. Я могу выражать все, что хочу. Да, я согласен. I agree. Thank you. That's... Well, we're pretty much done here. Ну, мы практически завершили. Now, you've gone back and forth a little bit. Я ходил туда-сюда, да? What was the value of Исследовал. this? You Что же went было from самой большой 8, you ценностью? explored what 9 would be. Ты с 8 поисследовал, что будет 9. And you
determined an action step. И ты определил шаг. Will you do that action step? Ты этот шаг готов сделать? Да. Я начал его делать, I have но already закончил. started that step and I haven't finished it. So what was the value of our conversation? В чем была самая большая ценность нашей беседы? So you've been up here in front of everybody, Ты здесь был перед лицом всех. sorting this through. Это разрабатывал. Наверное, самая большая ценность для меня сегодняшнего разговора — это первый раз, когда я говорил о своих целях для такое количество людей. About my goals, not to such a large number of people. Ну, мне кажется, я никогда так быстро не придумывал следующий I've never степ. been thinking so fast, figuring out new steps. Ну и, наверное, мне нужно записать. And then I need to record this, write it down. Okay. I've been writing a little of what you've said. Я кое-что из того, что ты говорил, записывала. I'll give you this when we're done. Sure. Я тебе отдам. And you've got a very clear Ты очень ясно description картинку, описание of создал. where you're at Того, где ты сейчас и куда идешь. and your plan for step 9. И план, чтобы на деле быть. And you've said that И your ты first сказал, step что первое, is to really sit down and look по-настоящему сесть и where am I посмотреть, going куда иду. and who will get what when we get there. Кто что получит, когда мы туда придем. Я бы дополнил. I would add. Третий, наверное, это number 2. Это те люди, которых я возьму с собой. The people I want to get with me to the future. Got it. So you're looking at who Ты is видишь on на this. то, кто с тобой в команду пойдет. Мне надо чуть больше времени, чтобы... I need more time to figure it out. I got it. Я поняла. Thank you very much Благодарю тебя, Влад. for doing all this pondering in Что ты public in front размышлял of everybody, перед публикой, перед всеми нами, allowing the ideas to flash, taking a look at позволяя идеям yourself приходить, and your team, и команда, and taking the time что ты to уделил ask the время important questions. на задавание важных вопросов. And here's your timeline. Вот твоя линия. Thank you. Спасибо. Now, everybody, let's all stand up and move our body a little bit. Подвигаемся телами. Let's let them talk a little bit here. Okay. Ну что же? A little bit of movement is always Двигаемся useful. все! В онлайн-режиме тоже! Все двигаются в онлайне! Okay. Sit down, please. Historical moment. Yeah. Now, every single coaching moment is different. You never know what you're going to Каждая get. коучинговая сессия отличается от другой. Мы никогда не знаем, про что мы будем говорить и как. And yet, in that moment, И однако в этот момент a lot can happen многое может произойти. that allow people to really move their own inner resources. То, что может людям помочь, внутренние ресурсы расширять. So what are your thoughts? Ваши мысли, что думаете? Коучи? Yeah. Это было волшебно. It was magical. Это было волшебно и удивительно. That was surprising. Да, и как вы решили moving. У меня даже нет слов. Okay.
Это было просто волшебно и спасибо. Есть куда стремиться. I see ambition to grow. Спасибо. Thank you. Great. Кирилл, передай, пожалуйста. Yeah, pass it back. I noticed that by the end of the meeting, Новые какие-то мысли догоняли, ты просто having new ideas that were coming. но It was the end of the conversation when the ideas were coming up. Yeah. глаза были I нереальные. saw the eyes of a Мне кажется, person я who gets прям сама ideas. хочу школу английского. Now I want to open this language school. Спасибо. Спасибо. Okay, here's another one here. Конечно, спасибо большое, было интересно. Вы знаете, что заметил, что если убрать время на перевод, ну там минут 5-7, Cut out the 10, time то for получается, что сессия длилась практически 20 минут, и вы очень удивились, что за 20 минут можно сделать полноценную сессию с непродвинутым клиентом. И вот, ну, есть клиенты продвинутые, вот девушка была, которая второй, третий раз ходила, с тем было проще. А когда первый раз приходит, за 20 минут обработать его потребность, его задачу, его цель и довести до результата. Вот это было мастерство, в моем понимании, что 20-минутная сессия возможна, и она очень эффективна. Спасибо. For people to express their commitments out loud. Для людей очень важно свою приверженность выражать словами, вслух. Then they move beyond that internal dialogue. Тогда они выходят за рамки внутреннего диалога. Where people say, "Oh, I can't," or "Maybe I won't." За рамки того, где люди говорят, о, не могу, не то, не сё. See, the more that we begin to both see the result we want, чем больше мы видим результат, который хотим, say it, и говорим о нем, the more it comes together as a reality for us. тем больше реальность для нас становится реальной. And where coaching works well, и коучинг срабатывает, is it that when we visualize or just take a look 3 times or so, посмотрим раза 3, at ourselves expressing that, на себя, который это выражает, it starts to become really real for us. это то, что становится для нас реальным. Much more real than the story about what's been difficult. Это то, что гораздо больше той истории, где сложно. So that's what I was doing there. Вот что я там I делала. was assisting him to just see and Я помогала ему увидеть и сказать, what was truly что было his strongest по-настоящему aim. сильнейшая цель. There's one more person over Еще here. человек. Я хотел по этому поводу сказать, что получилась очень легкая, простая визуализация. И можно было отступить еще на шаг и видеть большую картину. Прям всю картину сразу. Вот. И клиент ни разу не сомневался, что это не настоящее. Да, это на самом деле очень быстро и легко получилось. And that happened Для меня было показательно. easily, and that was for me very vivid. Okay, enough. Otherwise, we'll be talking all evening. Ну что же, мы заканчиваем обсуждать, потому что иначе весь вечер проведем обсуждение. We're getting to 9 o'clock here. Да, подходим мы к 9 вечера. May I tell you a story? Можно рассказать вам историю. You know, it's very interesting watching a team form. Так интересно замечать, как формируется команда. I've been doing team coaching this last 2 weeks. 2 недели я работала с командным коучингом. In Prague, working with teams. В Праге с командой. And teaching team coaching. Обучая командному And then in Vienna, а the потом в same Вене. thing. Такую же вещь. And we're always working with individual managers Мы всегда работаем с индивидуальными менеджерами, who are stepping into the larger context of their company. где мы выходим за рамки в более широкий контекст их компании. And a little bit like Vlad, Немножко как Влад. saying, Мы говорим, how can we create a system that really works well? как мы можем создавать систему, которая по-настоящему работает? Where individuals are Где trusting themselves, люди себя инвестируют, trusting
доверяют. That we have a shared goal we can work with. Так, чтобы у нас была общая цель у всех. And that the goal will have a life of its own. Чтобы у цели была своя собственная жизнь. And I tell them a story about Я рассказываю им историю. A company I was working with in Germany. В Германии я работала с компанией. Now, it's a large company that had a huge sales and service department. Огромная компания, у которой огромный отдел продаж и обслуживания. And people from all over Germany. Все люди со всей Германии. Were sent to my workshop. Их всех послали ко мне на тренинг. To become coaches чтобы они все of their коучами стали departments. У себя в департаменте. So these were the managers of sales and service all over Germany. Это все были продажи и обслуживание со всей Германии. Well, I'm a Canadian. I made the agreement with the company. Человек, я с компанией Flew договорилась, over прилетела, and walked in. пошла туда. Hadn't met anybody. Никого не встречала раньше. There were some pretty angry guys. А там сидели такие большие злые парни в этом зале. And see, put yourself in my position. Представьте себя на моем месте. Hey, what did I do? Why have you all got your bows and arrows out? You're ready to Что вы на shoot меня me? показываете стрелами? Сейчас все начнут стрелять. And I had to ask a little bit before they tell. Мне нужно было поспрашивать, прежде чем они But сказали. gradually I got the story. Но постепенно у меня появилась эта история. Nobody asked them if they wanted to learn coaching. Никто их не спрашивал, они-то хотят обучаться коучингу. They didn't even know what coaching was. Они даже не знали, что это такое, этот коучинг. And it was their weekend. Это было у них выходные дни. Now, can you imagine? Можете себе представить? Now, what would you do, А вы coaches? что сделали бы, коучи? Well, I'll tell you what I did. Знаете, что я сделала? I broke them into small teams of about 8 people each. Я их распределила на малые группы по 8 человек. And I invited them to brainstorm. И я пригласила их мозговым штурмом подумать. As if they were looking long-term at their company. Если бы они посмотрели на свою компанию в долгосрочной перспективе. And as if they were the leaders themselves. Если бы они были теми лидерами сами. What would they want to strengthen in their company? Что бы они хотели усилить в своей компании? Well, that took the focus off me, didn't it? Это же фокус меня снял, не правда ли? They took all that energy and focused on their company. Они всю эту энергию отправили в собственную компанию. Into small rooms with В маленьких комнатах с флипчартами. And someone who understood how to create wheels and think in Людьми, которые понимают, brainstorming как sessions, мозговые kept штурмы track. создавать, колеса рисовать. And they brainstormed privately. Они приватно мозговые штурмы делали. What were the key areas Какие же ключевые that области, they could and wanted to strengthen in their company? которые могли бы они усилить в Then своей they came back компании? and reported. Потом они вернулись ко мне и рассказали. Now, guess what? Знаете что? Kept showing up again and again. They had various areas. Это показывает Hiring certain kinds of people. много раз. Вот таких людей они хотели The нанять. big one was a telephone system. Но самая большая была телефонная система. Now they were managers of sales and service. Продажи, обслуживание, вот они менеджеры вот этого. And they liked working with people. Им нравилось работать с людьми. And their customers would have a service problem with one of their products. И вот у кого-нибудь проблема Very с продуктом, serious. серьезная Got проблема. to get it fixed right away, and Нужно they called. поправить это сразу сейчас. And what would happen? И что дальше? They get a message Они получали that послание. had 10 buttons to, Ну, нужно было выбрать одну из 10 кнопок. And then it would take them to another message. следующий. And that would take them to another. И потом And that would третий take them уровень, to и another. четвертый уровень. And then they'd have to wait for 45 И minutes. еще 45 минут. Now, have any of you experienced that? У кого-нибудь был такой опыт? Yes. Конечно. So what do you feel like when you finally get someone on the line? И что же ты чувствуешь, когда ты уже наконец добрался до живого человека? You're a little upset and a little angry. And Такой слегка злой, да?
Now these are sales and service guys. They Это want продажники, они сервисники, они хотят, чтобы люди customers. радовались, и им нравится вкладываться в людей. So when they discovered that most of them had the same difficulty, Когда они обнаружили, что одинаковая проблема есть у всех, they, with my help, formed a small committee. они с моей помощью создали маленький And комитет. they used all the tools from that workshop И из этого тренинга все инструменты использовали. to begin to imagine and find the best ways. На то, Plan чтобы A, наблюдать Plan B, Plan C, Plan D. первый, второй, третий вариант. That they could rebuild and Чтобы reorganize переорганизовать effective customer communication. коммуникацию с клиентами эффективным And образом. were they ever motivated? Ох, как они были замотивированы. Because they found the strongest area Они нашли самую большую область. that for them was key to real communication, То, что and real они growth, and real ключом development. к настоящему коммуникации, к развитию. Now, what do you think happened by the Что end of дальше that 3 days? происходило к концу третьего дня, как думаете? Yes, they Да. actually did learn a little bit about Они, coaching много and about team научились о coaching. коучинге, и о командном коучинге научились. But Но they had formed a plan. у них был план. They even talked to people in the company. They'd Они gotten уже поговорили с людьми в компании. the other people who were taking their weekend off Теми, and кто told them на about выходные the были. plan Они and им позвонили, suggested выходные ways сказали. and got some great ideas and formed Предложили a budget способы. and actually Идеи, through their сформировали efforts, бюджет, и через эти усилия when Monday came round, пришел понедельник, the company was in agreement with them. компания с ним была This is согласна. over the weekend. Вот представляете себе, просто за выходные To try out one of their brilliant plans попробовать один из них that прекрасных would планов, cut the amount of time чтобы срезать количество времени by more than half. больше, чем наполовину. So in the end, these В конце эти guys люди strengthened their company a lot. очень усилили свою компанию. They went home Они ушли домой with a result. с результатом. They learned coaching. Они узнали о They коучинге. learned how to support a team. Они узнали, как команду поддерживать. And they really learned Они по-настоящему научились, how to build как выстраивать a real result настоящий результат, that they could stand behind. за которым они могли постоять. Now, coaches, Дорогие коучи, I've been telling you a lot about corporate coaching tonight. я сегодня вам много рассказывала о Because корпоративном most of коучинге. you are looking for ways А многие из вас думают, как вам to move your career in продвинуться the в своей best карьере possible в direction. самом наилучшем направлении. I suggest you look at the corporations Я предлагаю вам посмотреть на компании. in a very focused way Очень сфокусированно посмотреть туда. and take your real coaching vision to the people who need it the Привнести most. свое настоящее коучинговое видение тем людям, которым оно по-настоящему нужно. Because all over the world Во right всем now, мире the corporations want корпорации coaches. хотят коучинг. Now I speak from personal experience, Но я вам говорю от своего лица, в моем опыте. and I know quite a few of you. Я многих вас знаю. So, one little comment about strengthening yourself. Маленький комментарий. Усилить себя. Take your next step. Сделайте следующий шаг. Build your business Постройте этот бизнес. and coach. И работайте коучем. So thank you very much, guys. Okay, we've got certificates. Сертификаты. Выдаем сертификаты. Олеся Домнина. You're Alessa? Да, вот это кто будет строить бизнес. Мария Ильич. Наталья Захарова.
Лилия Козинцева. Лилия Козинцева. Вопросы про коучинговое образование куратора программ Наташи Сусловой, Наташи Гринюк и Ани Лукиной. Прощаемся с Мэрилин Аткинсон, мы увидимся с ней на семейном коучинге. И кто хочет, тот может приехать вместе с ней на Кипр. А книжки, которые продаются, Мэрилин собственноручно подписала. Вот здесь они. Да, рада была. Родные люди.